Привет, поклонники BTS по всему миру. Сюрприз после праздника. День рождения Чингука обернулся слезами, когда к нему в дом вошел незнакомец. Шокирующий сюрприз, печаль армии и правда, которую BTS не смогли скрыть. То, что должно было стать самым счастливым моментом 28-го дня рождения Чингука, теперь превратилось в захватывающую тайну. Спустя всего несколько часов после того, как миллионы поклонников по всему миру отпраздновали знаменательный день золотого макне с музыкой, огнями и глобальными хэштегами, за закрытыми дверями произошел шокирующий инцидент. Сообщается, что поздно ночью в дом Чингука ворвалась женщина, личность которой остается неизвестной. Что же произошло за этими стенами? Почему Чингук плакал во время своего импровизированного прямого эфира на Уиверс следующим утром? И почему Тэхён, самый близкий ему человек, словно брат, выглядел таким опустошенным, узнав о психическом состоянии Чингука? Сегодня вечером мы разгадаем каждую деталь, каждую зацепку и каждую скрытую правду трагедии, которая потрясла армию до глубины души. Праздник, который закончился ужасом. Мир знает Чингука не только как самого молодого участника BTS, но и как яркую звезду, чей голос, танцы и самообладание способны покорить арену с десятками тысяч зрителей. Его 28-й день рождения был поистине экстраординарным. От Сеула до Сан-Паулу, от Джакарты до Нью-Йорка фанаты держали рекламные щиты, тронные сцены, масштабные мероприятия с рукавами для чашек и даже световое шоу на мосту в его честь. Это должно было быть чистой радостью. Но никто не знал, что, когда Чингук задувал свечи на своей открытке, вокруг него сгущалась тень. Всего через несколько часов после того, как армия вывел с 28-го днем рождения Чингук в топ Твиттера по всему миру, начали распространяться слухи. Сообщения о чем-то зловещем, происходящем у него дома поздно ночью. А потом началась прямая трансляция. Чингук, бледный, с дрожащим голосом, включил камеру. Его речь прерывалась, глаза опухли, словно он плакал часами. Я испугался прошлой ночью», — признался он, и голос его дрогнул. Он говорил о женщине, которая каким-то образом умудрилась проникнуть к нему в дом. Он не назвал ее имени. Он не объяснил, как это произошло, но образ самой сильной и яркой звезды BTS, сломленный страхом, был настолько силен, что армия впал в глубокую скорбь. Кто она, женщина, которая ворвалась в дом Чингука? Этот вопрос не давал покоя фанатам с момента его признания. Кто эта женщина? Как она пробралась мимо охраны в доме, который должен был быть одним из самых охраняемых в Южной Корее? Была ли она сосынкой? Одна из тех сталкеров, которые давно преследовали BTS? Была ли она кем-то из индустрии? Возможно, кто-то с доступом, недоступным обычным фанатам? Или же было что-то гораздо более глубокое, истина, которую даже HYBE не хотели признавать? Чингук не ответил. Он просто сказал, что женщина была там, и он никогда не испытывал такого страха в месте, которое должно было быть его безопасным. Он признался, что не мог спать после инцидента, и его слезы во время прямой трансляции были красноречивее всяких слов. Боль от ощущения небезопасности в собственном доме. Он выглядел опустошенным, когда Тэхён узнал о случившемся. Поклонники сразу заметили перемену в его тоне. Источники, близкие к участникам группы, сообщили, что Тэхён был глубоко потрясен. Сообщается, что он сразу же связался с Чингуком всего через несколько часов после инцидента, обеспокоенный не только взломом, но и его хрупким психическим состоянием после произошедшего. «Он выглядит таким сломленным», как сообщается, сказал Тэхён кому-то в личном разговоре, подслушанном сотрудниками. Тяжесть этих слов довела армию до слез. Годами фанаты видели в Тэхёне и Чингуке источник силы друг для друга. Двух молодых людей связывала не только музыка, но и общие мечты, трудности и невысказанные договоренности. Если даже Тэхён, обычно спокойный и уравновешенный, был потрясен, что это сказала Чингуку сейчас? Армии были в трауре. Как это могло случиться в его день рождения? Как это могло случиться в его день рождения? Воскликнул один фанат в Твиттере. Он подарил нам столько счастья.
Но в день, который должен быть его, он плачет от страха в одиночестве. Другие усомнились в ответственности компании. Почему не были усилены меры безопасности? Почему HYBE, компания с оборотом в $1 миллиард, неоднократно не защищала своих артистов от нарушений конфиденциальности и угроз безопасности? И почему даже сейчас компания молчит, пока самому Чингуку приходится объяснять свою травму миллионам людей? Невысказанная боль, психическое здоровье Чингука. Этот инцидент был связан не только со взломом. Речь шла о чем-то более глубоком, о том, что давно беспокоило ARMY, о психическом здоровье Чингука. За камерой, за музыкальными клипами, за светом софитов и криками болельщиков Чингук часто признавался, что чувствует себя одиноким, подавленным и обремененным ожиданиями. Он был перфекционистом, который всегда выкладывался на полную, но за совершенство приходилось платить. И когда он плакал в прямом эфире, это была не просто одна страшная ночь. Это были годы, проведенные с бременем, слишком тяжелым для одного человека. Шок Тэхёна был понятен. Потому что фанаты увидели в Чингуке в ту ночь не только страх, но и истощение, уязвимость, хрупкость молодого человека, которого слишком долго просили быть непобедимым. Подсказки, вопросы и теории. Но вопросы на этом не закончились. Кто открыл дверь женщине? Был ли у нее ключ? Была ли она знакомой Чингука? Почему он решил так открыто признаться в этом в прямом эфире? И почему HYBE молчали, когда весь мир требовал ответов? Некоторые фанаты считают, что эта женщина могла быть Сасан-фанаткой, которая следила за ним неделями. Другие опасаются, что она могла быть кем-то из близких, предавшим его доверие. Но самая тревожная теория – это вероятность того, что HYBE что-то скрывает. Возможно, это было не просто случайное проникновение, а часть халатности или даже попытки сокрытия информации. Последствия для армии. Армия изображена в трауре. Не оплакивающий смерть, а оплакивающий потерю невинности в тот день, который должен был стать счастливым. Баннеры с поздравлениями с днем рождения до сих пор развиваются по всему Сеулу. Гигантские экраны на Таймс-сквер все еще показывают «С днем рождения, Чингук». Но теперь эти слова звучат неискренне, потому что фанаты знают, что, пока они праздновали, Чингук плакал от страха. Это вызвало поток писем, видео и сообщений о любви, адресованных ему. Фанаты умоляли его отдохнуть, исцелиться и знать, что он не одинок. Но глубинная боль остается. Как такое могло произойти? И какие шрамы останутся после этого? Молчание HYBE. Пожалуй, самая возмутительная часть этой истории – молчание HYBE. Пока нет ни официального заявления, ни объяснений, ни признания. Армия уже много раз сталкивалась с подобной ситуацией, когда компании предпочитают молчать, пока участники переживают травму и напрямую объясняются фанатам. Но на этот раз фанаты не будут молчать. Они требуют ответов. Они требуют более надежной защиты. И они требуют ответственности. В заключение, призыв к защите. Это не просто история о дне рождения Чингука. Это история о безопасности, психическом здоровье и скрытых трудностях, которые таит в себе слава. Образ плачущего от страха Чингука надолго останется в памяти армии, напоминанием о том, что айдолы – люди, хрупкие и нуждающиеся в защите. Пока армия наводняет социальные сети сообщениями о любви, остается один вопрос – кто теперь действительно защитит Чингука? Примет ли HYBE меры? Или этот инцидент станет еще одним шрамом в истории пренебрежения? И, пожалуй, самый душераздирающий вопрос из всех – будет ли Чингук когда-нибудь снова чувствовать себя в безопасности в доме, который он когда-то называл своим?